Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Шоколадный торт к чаю осилит даже начинающая хозяйка. Торт прост в приготовлении, экономичный, готовится из доступных продуктов, а главное, он вкусный. Ну что, приступим? Для приготовления нам понадобится для теста мука, кефир, торт готовится на кефире, сахар, растительное масло, какао-порошок, сода, яйца. Крем у нас будет сметаны, то есть нам понадобится сметана, у меня магазинная 20% жирности, и сахар. Еще мы возьмем вот такую форму, можно брать любую, силиконовую, металлическую, разъемную, 24 сантиметра. Я простелила пергаментной бумагой и смазала, можно сливочным или растительным маслом. Берем миску. Переливаем сюда кефир, добавляем соду, немножко размешаем и оставим минутки на 2-3, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Кефир заиграл, появились пузырики. Теперь сюда добавляем яйца. Растительное масло. И сахар. Все хорошо перемешиваем. Берем сито и просеиваем через него какао-порошок и муку. Просеиваем для того, чтобы не было у нас вот таких вот крупных комочков. Если они у нас появились, надо их продавить. Муку я подсыплю в 2 этапа. Просеяли и замешали. Замешивать тесто лучше венчиком, а вот выкладывать при помощи лопаточки. Лопаткой так хорошо не перемешаешь. Теперь берем форму и выливаем сюда наше тесто. Вот она получается шоколад жидкий. Ставим выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку. Минут через 40 проверяем пирог при помощи деревянной палочки. Проткнули. Палочка осталась сухая, значит все, пирог готов. Оставляем остывать. Снимаем верхушку у бисквита, я ее срезала, и разделяем его на 2 части. Если брать форму 20 сантиметров, то бисквит получится выше. У меня будет такой невысокий бисквит. Так, смотрим. Он такой мягкий и такой не сильно воздушный, скажем, а такой вот мокрый бисквит, да? Но в то же время вот видно, что он такой пористый и красивый. Все, я на 2 части разделила, а теперь можно заниматься кремом. Крем самый обычный, это сметанный. Я беру сметану 20% жирности. Брала в магазине, можно использовать и домашнюю сметану. Так, потом соберу. И добавляю сюда сахарную пудру. Все перемешиваю. Крем довольно простой. И все хорошо просто перемешиваю венчиком. При помощи мельницы я буду измельчать вот эту вот верхушечку срезанную, чтобы получилась крошка. Собираем торт. Выкладываем 1 корж. Смазываем обильно сметанным кремом. Вторая часть крема у нас пойдет наверх. Сверху торт покрываем бисквитной крошкой. Также можно использовать какао-порошок, орешки, шоколад тертый. Я делала торт вечером, поэтому он у меня пропитывался всю ночь в холодильнике. Но хватит и 3-4 часов. Давайте посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Отрежу такой большой красивый кусочек. Режется легко, мягко. Такой вот он в разрезе.
И мне вот все-таки хочется его попробовать. Хорошо, что пропитался. Получился такой нежный, мягкий и вкусный. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.